Мы продолжаем уже полюбившуюся многими рубрику «Почитаем». И сегодня в ее рамках давайте познакомимся с блогом визуальных осколков врача, кандидата медицинских наук Алексея Насеткина. А основной темой выпуска станет статья, затрагивающая такую животрепещущую тему, как мифы об очищении организма. Здравствуйте, мои хорошие! В последнее время с экранов телевизоров, со страниц газет и в интернете появляется масса завлекательной на первый взгляд информации о так называемой чистке организма от токсинов, всевозможных диковинных методик очищения печени, кишечника и прочих внутренних органов от шлаков и всякой другой гадости. Никто не спорит, но полезно ли все это, а главное, безвредно ли? Нужна ли детоксикация с профилактической целью? Давайте разберемся, а надо ли? Может быть, открою страшную тайну, но понятие очищения организма просто-напросто не существует. Во всяком случае, в международной классификации болезней МКБ-10 нет диагноза загрязненность организма. Соответственно, в стандартах, протоколах лечения нет соответствующего терапевтического сценария. А все потому, что за многие годы огромное количество медицинских специалистов, начиная от патофизиологов и заканчивая патологоанатомами, вдоль и поперек, иногда в буквальном смысле, изучили многострадальный человеческий организм и пришло к выводу, что он саморегулирующаяся система, очень, кстати, не любящая, когда в нее вмешиваются без надлежащего повода. Начнем с самой, пожалуй, одиозной методики, которую непременно возжелают на себе испробовать поклонники Геннадия Петровича Малахова. Кстати, убрали все-таки его передачу с Первого канала, одумались. И прочие оздоровлянты так называемой чистки печени. На самом деле к печени данная процедура не имеет ни малейшего отношения, потому как сама печень не является полостным органом, а состоит из множества клеток гепатоцитов, плотно прилегающих друг к другу, и почистить которые можно лишь взломав клеточные мембраны. Чего делать, конечно же, никому не придет в голову. Пресловутая чистка в данном случае подразумевает лишь принудительный форсаж желчи по желчным протокам. Иногда при застойных явлениях это желательно. Делаться должно только тогда, когда вам об этом скажет гастроэнтеролог. Сама же печень в этом случае остается не при делах. И слава богу, ибо если она не заражена вирусом, не подвергается массивному воздействию алкоголя и других токсикантов и не тает, как при циррозе, впрочем, там уже вообще бесполезно пить боржоми, то прекрасно справляется с переработкой ненужных веществ. Не трогайте печень. Следующий орган, на который очень часто грешат неуемные поклонники ЗОЖ – толстый кишечник. Мол, при неправильном питании его нужно чистить, забывая, собственно, о правильном питании. Действительно, при некоторых заболеваниях, когда кишечник атоничен, то есть малоподвижен, в нем могут накапливаться излишки, именуемые устрашающим словосочетанием «каловые завалы». Однако проморгать такое состояние сложно. Страдальцы в этом случае и выглядят плохо, и есть, пить, спать им тоже уже не вмоготу. Да и помощь здесь требуется зачастую хирургическая, а не оздоровительная. Поэтому, если вы не страдаете тяжелыми запорами, прибегать к чистке не надо. Толку от нее не будет, а вот проблем на свою голову можно получить запросто. Привыкание. Да-да, даже простые клизмы способны как наркотик вызвать привыкание. Нарушение ценной микрофлоры, как говорят романтичные доктора микробного пейзажа. Нарушение всасывания, лишь некоторые осложнения. Не трогайте кишечник. А ведь есть еще и другие органы мишени, по мнению большого количества граждан, работающие ненадлежащим образом и нуждающиеся в чистке. Это и почки, которые вдруг раскочегариваются мочегонными безо всякого на то основания, с последующим нарушением водно-солевого обмена. И суставы, где якобы происходит некое отложение солей, а на самом деле совершенно другой патологический процесс, связанный, к примеру, с нарушением трофики хрящевой ткани. И сосуды, в которых откладывается страшный холестерин, и отсутствием которого в подсолнечном масле хвастаются неучи и маркетологи. И даже сама кровь, которую, конечно же, необходимо чистить, как ковер от пыли, мало ли чего. Заодно с циркулирующими в ней иммунными комплексами.
А все из-за огромного количества укоренившихся в головах людей мифов и предрассудков, кучи сомнительной антинаучной литературы, заполонившей нас еще с конца 80-х, и всевозможных знахарей и целителей, заменяющих многим старых добрых докторов. Резюмируя вышесказанное, скажу пару простых вещей. Если вы чувствуете себя плохо, обращайтесь к врачу. В поликлинику по месту жительства, по рекомендации, в частные медицинские центры. Это не столь важно. Вас пощупают, вам постучат, вас спросят классическое, на что жалуемся, назначат обследование и в зависимости от его результатов направят к профильному специалисту, который распишет терапию. Если же вы чувствуете себя хорошо, поздравьте себя, но будьте начеку и хотя бы раз в год проходите диспансеризацию. А на этом на сегодня все. Ссылку на блог визуальных осколков Алексея Насеткина вы можете найти в описании к этому видео. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!